Я хочу напомнить, что мы с самого начала говорили о необходимости скорейшего перевода этой эскалации в мирное русло, скорейшего перевода все на трек политико-дипломатических контактов, переговоров. В этой связи, конечно, на фоне вчерашних достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации. Тем более не наносить удары по мирным объектам, по объектам экономики страны, Ирана. Мы считаем это очень важным. Очень важным. Мы надеемся, что, как сообщают средства массовой информации, в ближайшие дни состоятся прямые контакты иранской и американской делегаций, что позволит продолжить дальше мирное обсуждение. И каждая сторона сможет отстаивать свои интересы не путем вооруженного вмешательства, а за столом переговоров. Развитие предыдущего вопроса. А есть ли надежда, что теперь активизируется работа по украинскому регулированию, от которой США в последнее время были отвлечены Ближним Востоком? Ну, в целом это не совсем взаимосвязанные процессы, они опосредованно связаны только тем, что сейчас американские переговорщики заняты иранскими делами. Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможности встречаться в трехстороннем формате. Мы этого ждем, и мы по-прежнему очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков, лично президента Трампа на украинском треке. Bloomberg опубликовал якобы стенограмму октябрьского телефонного разговора Путина и Орбана. Скажите, пожалуйста, как в Кремле относятся к публикации подобных стенограмм в прессе? Кто за этим может стоять? И нельзя ли в этом усмотреть попытку рассорить Россию с Венгрией? Ну, вряд ли. Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией. Там, наоборот, собственно, вот эта информация, которая опубликована в Блумберге, она, собственно, показывает Орбана с весьма прагматичной и эффективной точки зрения. Он действительно очень эффективный политик, эффективный глава государства, который именно защищает интересы своей страны. Не России, не Америки, а именно своей страны, Венгрии. И, собственно, вот этот материал, который опубликован, он это демонстрирует. То есть я бы даже его воспринял как материал в поддержку Орбана. Но если говорить серьезно, то, конечно же, многие силы в Европе, многие силы в Брюсселе, они не хотели бы, чтобы Орбан снова победил на выборах. Это хорошо известно, это видно невооруженным глазом, и, конечно, они подыгрывают тем силам, которые политически оппонируют Орбану. И считают, что публикация таких материалов может нанести вред самому Орбану. Мы с этим не согласны. Что касается нас, вы знаете, мы весьма трепетно относимся к закрытому характеру тех разговоров, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам придать гласности материалы таких разговоров.